Министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов и министр культуры Украины Евген Нищук подписывают. Привет. Когда BBC прошибает днище, потому что это было бы похоже на анекдот, если бы я не увидел это собственными глазами. Так BBC сообщает новость. Известный видеоблогер обвинил российский YouTube, сотрудничает с правительством Путина. YouTube российский сотрудничает с правительством Путина. У меня есть все основания полагать, российский YouTube сотрудничает с правительством Путина, намеренно уничтожая каналы, которые критикуют политику России. И что же он там еще говорит? Он получил страйк и решил обратиться к Ютубу сразу же. Ну, потому что что-то, не к Брину сразу, к хозяину Ютуба, в общем, Гугла. Так. Более того, Камикадзе подозревает, что оппозиционные блогеры получают меньше денег от YouTube, чем остальные. Я обращаюсь к Ютубу и главе Гугла. Я начал меньше зарабатывать. Какие же вы убогие! Раньше Иванов, как и его коллеги-блогеры, получал около $100 за 600 тысяч просмотров. Теперь же он получает всего $35. В мае все было в порядке, в июне похуже. А теперь смотрю, в 2 раза все упало. И неужели это не основание обратиться к Google и к YouTube? Конечно же. Он не слышал, потому что у него нет доступа к Google, по всей видимости, у него интернет по талонам, хотя он, убегая от суда, почему суд? Да, потому что он, вот этот вот дурачок, заявил, что я сотрудничаю с Кремлем, и мне Кремль накручивает просмотры. Ну и когда я просто попросил его это подтвердить, так он сразу же слился куда-то в туман и оттуда издалека кричит: педофил, педофил, петушарий, ну там, в таком стиле. Дело в том, что если ты взрослый человек, а ты уже отвечаешь за свои слова, ты не можешь взять и обвинить кого-то в чем-то, просто так выдумав это из потолка. Вот, что такое оценочное суждение? Я могу сказать, что лицо у этого блогера абсолютно дебилоидное, абсолютно ненормальное какое-то лицо, особенно когда он начинает кривляться, это просто ужас, смотреть невозможно. Когда смотришь на его гнилые зубы, когда смотришь на его дерганые глаза, это как-то, это все оценочные суждения. Оценочное суждение, если я скажу, что, допустим, он получает на подсосе, сидит у Госдепа. Стоп, подожди. Хотя, так как он работает на Радио Свобода, а Радио Свобода получает деньги от Госдепа, то, наверное, все-таки это уже не оценочное суждение. Но, в общем, оценочные суждения от фактов отличаются, реально, сильно отличаются. Поэтому нельзя просто так брать и болтать. Но вот это вот, как по мне, это феерия. Я стал меньше зарабатывать. Пожалуйста, это Путин. Так, Дождь подхватывает эту же историю. Но тут еще кое-что интересное. Так, яркий пример, ролик. Вот, меня удалили ролик. Так, вдобавок к этому Иванов подчеркнул, что в российском сервисе YouTube присутствует неконтролируемое число кремлеботов, которые ставят дизлайки тем видео, где критикуются российские власти. Проверьте аккаунты, оставившие большинство дизлайков, и увидите, что это фейковые аккаунты, используемые властями России, чтобы уничтожить каналы оппозиции. Он также указал, что кремлеботы обеспечивают тысячи просмотров видео с критикой российской оппозиции стран Запада. Понятное дело, что если критика российской оппозиции из стран Запада, не дай бог, так это все. Это значит, кремлеботы делают просмотры и залайкивают. Кремлеботы сплошные. Но как-то ж с ними надо бороться. Как с ними бороться? Удалять. Блокировать их всех. Чтобы убрать их, значит, всех из YouTube. А как еще совковая лопата может бороться? По мнению Иванова, администрация Ютуба должна удалять такие видео за накрутку просмотров и обман. Но не делает этого. Это все тот же самый черный трафик, как я понимаю, не попускает. Горит пердак уже 2 или 3 года. И рассказы про черный трафик. Это же может вообще перелиться в какие-то нехорошие болезни, я слышал. Вот когда вот такие вот вещи очень долго происходят. Сейчас мне сообщение пришло из Кремля. Все, договорились за накрутку. И, в общем-то, надо удалять такие, понимаете? Потому что все, кто критикует святую российскую оппозицию, должны подвергаться удалению. А ведь все, которые критикуют тех, кто критикует оппозицию, это все там живые аккаунты абсолютно. Давайте зайдем под последнее видео. Просто под последнее видео. Так, давайте посмотрим. Вот здесь как раз идет критика святой оппозиции. Ищем, находим. Бородатый мудачила Шарий. Переходим.
Ох, какой живой аккаунт. Смотрите-ка. Навальный, еще раз Навальный, да? Видео нет, конечно же, на канале. Следующий. Ищем. Так. Ой, Толя наврал. А что ж ты не сказал про блокирование каналов? Ну, ух, какой живой аккаунт. Ты посмотри, живее всех живых просто. Еще ищем. Давайте еще. Слушай, Шари. Так, ты кого-нибудь любишь? Да, тоже живой аккаунт. Ну, теперь по поводу того, что у молодого человека просто так заблокировали видео. Кстати, видео ни у кого никогда не блокировали. Нет. И у меня 3 раза канал не сносили к чертовой матери, пока я уже в суде за немерено денег просто отстоял свою правоту, и не в Украине причем. Но сносят канал просто так. Какая ненависть? Никакой ненависти нет. Ну, это же элементарщина, да? Так, начинаем смотреть. Видео больше не будет, но видео почему-то есть. Бит Путина вызывает оргазмы. Так, раком весь мир. Так, Россия любит. Язык Михалкова из зада Ельцина в зад Путина. Массовая драка чеченцев и дагестанцев. Вообще такие видео сносят у обычных людей. Ну, у необычных они остаются. И почему же? Вон, совет блогеров хня, Медведев хня. Эта тварь уделала Соловьева и Шария. Про Шария тут ни слова. Просто надо фамилию вписывать для того, чтобы шли подписчики, просмотры. РПЦ хочет уничтожить Россию. Так, что у нас тут дальше? Полиция спасает убийцу. YouTube очень лояльно относится к таким видео. Совет блогеров в Госдуме хня. Так, Россию продают крымчане. Надо в Крым обязательно залезть. Лживая тварь убила ребенка. Соловьев назвал россиян дерьмом. Казаки с ума сходили. Ага. Так, доверяй полиции, сука. Мрази, которых убить мало. Убийцы из РПЦ. И за что на самом деле YouTube может иметь какие-то претензии, необоснованные, конечно, к каналу этого блогера? За что? Никакой ненависти нет. И в принципе, вот такое вот это разрешено. Более в правилах даже указано YouTube, что разрешено. Это по-любому разрешено. И это никакое не разжигание ненависти, ни межконфессиональной, конечно, ни между народами. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. И вот что я думаю себе. Ладно, хорошо. Один просто человек с мозгом ребенка пожаловался на то, что у него стало меньше денежек. Вот. Хотя он, конечно, делает это не ради денег, а просто ради справедливости, чтобы в России все было хорошо. Но вы-то, BBC, Дожди, у вас в голове хоть что-то есть? Завтра этот мальчик скажет, что раньше я какал твердыми кувелдиками, а сейчас сплошной понос. Не Путин ли это? Вы и это понесете. Ну а почему нет? Если уже пробивать дно, так по полной. Я стал меньше зарабатывать.